В маленьком провинциальном аэропорту уборщицу знали все. Ее звали Клара. Тихая, неприметная, всегда в серой форме и с ведром. Никто не задумывался, что ее прошлое может скрывать хоть что-то интересное. Она работала 8 лет, мыла полы в ангарах, вытирала пыль со старых самолетов, подшучивала с техниками. Никто не замечал, как внимательно она смотрела на крылья, кабины и приборные панели. Однажды ранним утром тревогу подняли сирены. На горизонте показался поврежденный учебный истребитель. У пилота, курсанта, отказала система управления. В рацию звучала паника. Он не справляется, вот-вот разобьется прямо у взлетной полосы. «Кто сможет его посадить?» — кричал дежурный офицер. «Нам нужен опытный пилот». В зале повисла тишина. Все переглянулись, но рядом были только техники и обслуживающий персонал. И тут шагнула Клара. «Я сяду в кабину», — спокойно сказала она. «Ты?» — офицер не поверил своим ушам. «Ты же уборщица». Клара взглянула прямо ему в глаза. «В прошлой жизни я была боевым летчиком. Думала, что об этом никто никогда не узнает. Но сейчас у нас нет времени на сомнения». Через несколько минут она уже сидела в кабине резервного самолета. Рукоятки, панели, приборы — все, что она трогала когда-то ежедневно. Ее руки двигались уверенно, без тени страха. Взревел двигатель. Клара поднялась в небо и быстро настигла неисправный истребитель. В голосе курсанта дрожала паника, он не знал, что делать. «Слушай меня», — твердо сказала она в рацию. «Не смотри на приборы, смотри на меня. Повторяй каждое мое движение. Дыши ровно. Я выведу тебя». Она летела рядом, как тень, показывая, как держать крылья, когда снижаться, когда уводить машину в сторону. Шум ветра, вибрации, крики в рации — все сливалось в одно. Но ее голос оставался твердым и ясным. И через несколько минут, под общий крик из диспетчерской, 2 самолета коснулись земли почти синхронно. Курсанта вытаскивали из кабины в полуобморочном состоянии, а Клара просто сняла шлем и спокойно пошла к ангару. Все смотрели на нее, как на человека, которого видели впервые. 8 лет, пробормотал один техник. 8 лет она таскала швабру, а оказывается... Клара улыбнулась устало. «Это была моя тайна», — сказала она тихо. «Но иногда тайны приходится раскрывать, чтобы спасти чужую жизнь». Она снова надела серую форму и взяла ведро, будто ничего не произошло. Но теперь каждый, кто проходил мимо, смотрел на нее с уважением, которое невозможно заслужить никакой шваброй.